После невероятно насыщенного недельного автопробега по Германии мы плавно пересекли границу с Австрией и оказались посреди волшебной красоты альпийских лугов, окруженных горами, на которых то тут, то там красовались старые замки, густыми лесами и живописными озерами с необыкновенно изумрудным цветом воды. А где-то там, за снежными вершинами Южного Тироля, находилось место, а точнее целая страна, ради которой мы и поехали в это путешествие. Весь путь от Австрии до озера Гарда нас сопровождала суперпеременчивая погода. Было непривычно видеть Италию такой, особенно учитывая середину мая. Небо над курортным городком Рива-дель-Гарда, где мы решили остановиться на ночлег, было затянуто облаками. Тем не менее, это не отменяло наших планов совершить прогулку по набережной одного из самых красивых мест Италии этим вечером. Рива-дель-Гарда, по крайней мере тот район, где находился наш отель, никак не выдавал своей туристической популярности. Умеренное автомобильное движение и небольшое количество пешеходов говорило лишь о том, что здесь течет жизнь. Набережная, как и пристань, где владельцы яхт завершали какие-то свои дела, излучали абсолютное спокойствие, а озеро, над которым к нашей радости расступались тучи, тихо билось о каменистый берег. Гарда является самым большим озером Италии, его площадь 370 квадратных километров, а наибольшая глубина 346 метров. Благодаря своему месторасположению в окружении гор, которые защищают озеро от ветров и создают невероятные пейзажи, это место пользуется большим спросом в сезон отпусков. Здесь, у подножия Южных Альп, климат более мягкий, чем в остальной части страны, и температура воздуха в тени очень редко поднимается выше 30 градусов. В то же время вода в летние месяцы прогревается до вполне комфортных температур и позволяет насладиться купанием, которое, впрочем, нам в этот раз не светило. Зато никто не мешал любоваться природой, в том числе знаменитыми утками, которые, по некоторым данным, являются хозяевами местных пляжей. Прогуливаясь вдоль озера, мы также встретили детские площадки, небольшие причалы для лодок, катамаранов и множество просто красивых мест, созданных либо природой, либо руками итальянских мастеров. Кажется, такое сочетание невероятных пейзажей и аутентичных набережных возможно только в Италии. И, конечно же, не обошлось без традиционного мостика молодоженов. Лучшего места для свадьбы, пожалуй, и не придумаешь, разве что озеро Кома. На город опускались сумерки, и, дождавшись, пока вежливый итальянец одной из прибрежных пиццерий принесет нам наш заказ, мы повернули в сторону отеля. На следующее утро мы переместились ближе к историческому центру города, и это уже была немножко другая Рива-дель-Гарда. Во-первых, конечно, более солнечная, но также и куда более оживленная. Название Рива в переводе с итальянского означает «побережье». Город очень древний, но активное развитие он получил после входа в состав Венецианской республики в XVI веке. Именно в ту эпоху уходит корнями большинство местных построек, среди которых несколько церквей и так называемых палаццо. Кроме этого, в городе много и других достопримечательностей, как более раннего, так и позднего периода. К
сожалению, времени у нас было совсем немного, чтобы хоть как-то погрузиться в историю, поэтому мы даже не пытались и просто отдались и без того бесконечному восторгу от этих сказочных улиц на фоне скал и бирюзовой глади воды. Интересно, что в Италии такие маленькие живописные городки часто являются частью разного рода маршрутов. Вот и мы на улицах Ривы встретили немало байкеров и велосипедистов. А если уж и существуют более романтические прогулки на транспорте, то это, пожалуй, проезд на катере между приозерными городками. В 2015 году мы с женой совершили такой вояж на озере Комо, и это было лучшим решением того короткого путешествия в Милан. Пальмы, кипарисы, лимоны и различные цветочные декорации, наверное, неотъемлемая часть всех средиземноморских городов. Но для нас, людей с севера Европы, это создавало атмосферу рая. Дополнительно все это подкреплялось удивительной аккуратностью и чистотой, которую в Италии найти можно далеко не всегда. Возможно, Гарда – курорт и не дешевый, но хочется верить, что люди заботятся обо всей этой красоте не только из-за меркантильных побуждений. Необычайно приятный день на Гарде мы завершили на обзорной площадке на выезде из города. Дальнейший наш путь лежал на юго-восток, в регион под названием Эмилия-Романья, который буквально через несколько дней должен был пережить крупнейшее наводнение последних 100 лет.